Всем привет, выжившие! Кто как пережил последнюю орду, кто сколько потратил ресурсов на восстановление своей халупы. Пообнищали, небось, пока базу латали. Отпишитесь, кстати, в комментах, у кого какой день нынче, будет интересно глянуть. Да, ночка выдалась та еще. И копы прибегали, и копы на пенсии, ну, те, которые жирные, но в гавайских рубахах. В общем, много кто в гости забегал в эту ночку, но я-то знал, что они придут, и припас для них горяченького, а именно пару шотган-турелек, что прикупил у торговца на отшибе. Но вы наверняка видели его. Худосочный такой, дроном вроде кличут, или Роллом, или Роландом. Не помню, да и не важно это. Хитрый мужичонка этот торговчик, сдерет с тебя 3 шкуры, пока не наловчишься торговаться, ну то бишь скилл нужный не прокачаешь. Да и потом тоже не шибко с ним договоришься. Одним словом, торгаш, что с него взять? Вот вы спросите, а что это я к нему все бегаю, коли он такой жук? Да в том-то и дело, что он хоть и задирает за свою барахлишко цену до небес, только вращается он в компании, где слухи все про наш мир ходят. Вот, к примеру, недавно разговорились мы с ним за баночкой пива, и рассказал он мне, что, дескать, не предвидится новой правки к Альфе 16.4. Ну, вроде как решили пилить новую, 17-ю, и всех бросили над ней работать. С одной стороны, оно, конечно, и хорошо, а то бывало проснешься, а вместо стен у тебя то факелы, то угловые блоки, то вообще из сундуков вся база построена. А с другой стороны, с ходячими-то так и не порешали до конца. Но где это видно, чтобы в только что очищенном от мертвечины доме, то тут, то там заново ходячие появлялись. Вроде бы не все, как в версии 16.3, а только первые из убитых. Но все равно мало приятного. Ну, не поверю ни в жизнь, что ходячий поза моей спиной прокрадывался и аккуратно ложился спать ровно на то место, где давеча его собрата топориком разделал. Нехорошо это. Да и другие нарушения имеются. Что уж тут говорить, одни только пропадающие невесть куда мини-байки чего стоят. Несовершенный пока этот мир. Альфа, ёпта. Вот наступит бета, может тогда и заживем по-людски. А пока имеем, что имеем. Ну да вернемся к слухам, коих еще есть горсть. В общем, рассказал этот торгаш, слышал, дескать, хотят что-то с нашими рюкзаками сделать. Спортом зашел нешуточный. Одни говорили, что и так все хорошо, и не нужно тут ничего выдумывать. Другие хотели, чтобы мы могли снимать рюкзак и надевать другой, в который больше всего класть можно. Но чтобы его нельзя было делать, а только находить. Третьи хотели и рюкзаков разных много, и чтобы мастерить их можно было самим. А кто-то вообще хотел, чтобы мы появлялись в мире вообще без рюкзака. Особенно эта идея Роланду зашла. Он даже видео выложил, где проживает первый день, используя только пояс. Ссылочку, как обычно, найдете в описании к этому видео. На официальном форуме решили было даже нас спросить, чего мы хотим. Но только не успели многие свое слово сказать, как лавочка с голосованием прикрыта была. Но вы еще можете оставить свое мнение на нашем форуме. И уж через этого торгаша, Рона или Рола, в общем, постараюсь передать наверх через него, что вы там наголосуете. Так что бегом голосовать. Как попасть на форум, я в описании оставлю ссылочку, как обычно. Ну и всех нас, конечно, интересует, чего ждать в новой альфе, хотя бы слухи. Поспрашивал я у торговца на этот счет, на что он сказал мне, чтобы не морочил я ему голову, и протянул мне потертую листовку со списком того, что попало в отложенные правки, когда выходила 16-я альфа. И сказал, чтобы я внимательно посмотрел на список и особенно обратил внимание на то, что он там подчеркнул. Посмотрел я его, все перечислять не буду, но самые интересные моменты перечислю. Итак, вот что там было, и что с некоторой вероятностью может попасть в 17-ю альфу. Первое, это возможность взламывать замки. Далее, линии электропередач, по которым можно будет как по канату перемещаться. Зомбей поумнее сделают. Научат вроде как по запаху выслеживать нас. А также добавят им новых телодвижений. Ну, что-то вроде мокап. Квесты вроде как переделать обещают полностью. Пища может начать портиться наконец-то. Надеюсь, одновременно с этим и холодильники рабочие завезут. А то у меня в сундуке лежит 175 кусков мяса. И куда мне тогда его девать? Жаль будет, если пропадет. Новые виды транспорта обещали завести, такие как велосипед, коптер и ездового хряка. Ну, последнее Турон, наверное, в шутку дописал. Ну, кто их знает. Новую бестию завести хотят, бегемота, ну вы его помните.
Неписи хотят добавить как злых типа бандюков, так и нейтралов типа тебя со мной. Воду хотят доработать, чтобы вести она себя начала как вода. А то даже в том же Майнкрафте с водой дела лучше обстоят. Обидно. Ловушку-огнемет могут добавить. Окончательно исправить хотят спавн спящих. Электричество могут разнообразить. Ну и там по мелочи стелс включить и прочее. Ну вот как бы и все, что успел рассмотреть, до того как Рон забрал список и спрятал его в карман. Дескать, не его это и отдать нужно будет. На то мы разошлись. Вечерело, и пора было возвращаться на базу. Хотел было у торговца переночевать, но сами знаете, не любят они постояльцев у себя оставлять. Видимо, боятся воров. Я бы тоже боялся. Ладно, заболтался я с вами, а у самого после Орды все в хлам. Пойду латать базу, домастерить патроны для турелек, а то что-то поисчерпались запасы. Еще чего хотел сказать. Создатели Starvation, видать, пример с разработчиков 7 Day берут. Видосы пилят про свой мод, а самого мода уже сколько не видно. Только ждать и остается. Но мы-то привыкшие, с нас как с гуся вода, верно? Ну ладно, пойду я. Черт, печь погасла, и дров нет. Пойду наколю, что ли. И воды бы принести надо. Ну, пока всем.